Смотрите, ну здорово. Казалось не таким большим. И если оно еще и по другую сторону идет, то это, конечно, вообще стрёмно. Тульская область. Уже не первый раз мы посещаем окрестности в поисках чего-то мистического. В этот раз мое внимание пало на Суворовский район, где расположился некогда процветающий шахтерский поселок Глубоковский. Привет, любитель ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы проверим, существует ли что-то паранормальное в населенном пункте, ныне названном поселок Призрак. Точная дата основания поселку, к сожалению, неизвестна, но зато упоминалось о Пророко-Ильинской церкви, которая была построена в 1800 году в деревне Глубокое, теперь поселок Глубоковский. В поселке работали угольные шахты, поэтому население стремительно росло. Люди стали прибывать даже тогда, когда в 1970 году одну из этих шахт закрыли. Когда в 1982 году закрыли последнюю из 5 шахт, население составляло более 1400 человек. А уже в начале 90-х годов, когда совсем не осталось рабочих мест, жители стали разъезжаться. Местный колорит, местный велосипедист. Ну давай, конечно, ёп. А что самое интересное, я слышал, знаешь что? Что в этот поселок проложили реально нормальную дорогу. То есть еще пару лет назад, опять же, я просто статью читал, дороги туда не было нормальной. Вот такие виды отсюда. Это завод, я так понимаю, вот эти вот. В наши дни в поселке почти не осталось жителей. Многоквартирные дома в 2, а то и в 3 этажа стоят совсем заброшенные. Но по-настоящему удивил нас другой факт. Смотри, просто, да, дом построен. Сразу напротив дом заброшен. Нормально. Заброшек очень много, они окружают дома повсюду. Согласитесь, жутко ведь выглядит, когда первый этаж заселен парой-тройка семей, а второй опустел и до сих пор разрушается. Ну а дальше нас ждал квест. Я не мог найти то место, которое увидел по фотостатье, прежде чем отправиться сюда. Доехали до конца, уперлись в тупик, развернулись и решили, что лучше повернуть в какой-нибудь первый поворот. С чего-то нужно было начать поиски. Таких поворотов было 3. И на каждой из улиц стояли заброшенные деревянные домики. Их было много, и на один приходилось 5, а то и 6 заброшенных. Но мы искали местную заброшенную школу, которая находится рядом с кладбищем. Да, вы не ослышались. В конце одной из улиц мы уперлись в еще один тупик. Мы вышли из машины, чтобы оглядеться. Но тут из жилого дома нас заметила местная бабуля. Вот, лапочки. Так что вот так вот вам. Ну, выглядит, конечно, печально. А? Поняли, куда идти? Да, мы поняли. До конца там свернете, вправо поставите машинку, прям где остановка, там найдете место. Да, хорошо. Вот. И там это. Вот. А магазин знаете где? Я еще слышал, что здесь клуб какой-то должен был быть. Тоже заброшенный клуб или ДК какой-то. Культуры, да, вот. Что-то в этом роде. Ну вот они рядом. Там, школа и клуб рядом, они. Да, вот. Да, рядышком, лапочки. Ага. Вот где с правой стороны магазин, вот тут прям, Угу. доедете до этого магазина, и там дорога идет к кладбищу. А, все, понял. Вот, только вам не надо, будете идти, и там дом
домик такой, изгородь большая, Ага. огорожена. И чуть, и прямо рядом с этим домиком школа. Мгм. И там найдете этот Ну, клуб, я понял. клуб. Так, ага. Такие хорошие люди попадаются здесь, оказывается. Там магазин прям первый. Хоро- Ребенка там, Хорошо. ага. Дай, И Марина. там дорога, влево пойдете. Склад, и домик там такой, Я- огороженный. Вот рядом с этим домиком, чуть вперед пройдете, там школа. Я понял вас, спасибо. Хоть бабушка и была дружелюбной, но, как вы заметили, очень разговорчивой. Кстати, она хотела пойти с нами. Видимо, в поселке настолько одиноко и не с кем поговорить. А еще бабуля сказала, что когда-то рядом со школой находился местный клуб. Но сейчас на его месте, к сожалению, одни развалины. На пути к школе есть маленький магазинчик. В статье 2022 года, которую я читал, указывается, что его посещали всего 6 семей. В той же статье было описано про трехэтажный дом напротив, который в данный момент разрушен намного больше. Вот такой здесь местный колорит. Трактористен. Здесь еще кто-то живет. Это самый, наверное, крайний дом, который тут есть. А я так понимаю, эта школа как раз и есть. Двухэтажная. С проваленной крышей. Совсем. Видал, да? Вот так нас, да, встречает тут. Женек куда-то уже ускакал. Памятник. Ощущение, вот на тебя смотрит. То есть смерть есть везде. Поэтому проверять, мне кажется, можно вообще все на паранормальное. Что мы смогли здесь отыскать? В общем, много есть заброшенных, множество здесь домов. И очень это так сделано, очень странно. Дом идет один полностью опустелый, заброшенный, второй идет сразу жилой. С этим жить даже страшно же было бы. Так некоторые живут так, что на первом этаже жилой дом, а сверху у тебя нет второго, хотя он типа существует, но его нет. И он заброшен. Как? Фу. 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 Я не знаю, как вам видно или нет, по мне пот течет. Очень все жарко, очень все вообще хрен знает как. Это сейчас все снимать будем, не знаю. Мы в заброшенной школе в поселке Призрак. Мы ничего лучше не нашли, чем пойти именно в школу, так как именно частные какие-то дома, которые были заброшены и так далее, они, ну как бы, что там смотреть? Либо просто страшно, что какие-нибудь хозяева или, знаешь, это бдительные соседи начнут вызывать какую-нибудь полицию или еще что-нибудь. Единственная такая вот прям хорошая достопримечательность здесь это вот эта школа, плюс она еще рядом с кладбищем. В общем, все то, что как нам нужно. Ставим сейчас на первом этаже у школы сразу же камеру ночного видения. Ну, что заснимет, то заснимет, а что не заснимет, то все равно вам покажет. Ну и тут не прошло без инцидента. Как только я договорил последние слова, и мы были уже готовы пойти отснимать школу, ту камеру ночного видения, которую мы хотели поставить, отломалось нафиг крепление. Минус камера. И мы потратили еще минут 20, может быть 30, на то, как приспособить и прикрутить его на место.
Так, друзья, устанавливаем, значит, камеру. Смотрите, здесь полы какие просто. Их нет. Знаете, вот что-что в школе, как бы, а полы, они не нужны, как бы, в принципе. Че у вас? Короче, перебираться будет очень тяжело. Камеру оставляем как-нибудь вот. Так. Ставлю камеру. Это ночная камера первого этажа. А мы отправляемся дальше. В общем, как вы видите, ребят, здесь очень все плохо. Все очень в плохом состоянии. Зато сохранилась доска. Знаете, какая раньше вот такая вот доска. Вон там второй этаж, походу, мы там тоже, по-моему, что-то найдем. Что-то тоже вроде доски. То есть, представляете, да? Например, ту школу, в которой мы были, там хотя бы, да, там окон нет, стекол нет, но там и такой разрухи нет. Полы — это вообще ужас. Полы-то кому нужны? Доски, то, что может быть, это поселок, и, как сказать-то, всем доски нужны. Не могу понять, какая это картинка. Возможно, здесь была столовая, судя вот по тем местам. Очень даже возможно, что здесь, да, была какая-то небольшая столовая со своей раздачей. Там, наверное, я думаю, примерно такая же история. Здесь очень-очень тихо. Я уже не слышу ребят. Просто землей присыпано. А это, слушайте, это спортзал, приколись. Но все-таки принимаю решение вернуться сюда и зайти сюда походить. А, вот здесь точно была доска на стене. Я не знаю, видно это на камере или нет, но прям такой отпечаток. То, что здесь, наверное, был какой-то учебный класс. Вот полы мне здесь единственное совершенно не внушают доверия. Какой-то плакат. Это надо знать. И всякие полезные штуки. Бутылки даже не пустые, с водой с какой-то, может и не с водой. Явно нам это говорит о присутствии здесь людей недавнем. Это спортзал. Опять же, сравните. Просто он маленький. По сравнению с тем предыдущим, то есть там вообще громадный был спрос. Естественно, батарей здесь уже нету, все спилили. Охренеть, прикинь, если бы такой спортзал был. Ну, это какая-то вот, может, это отопительная тема была, ну, в плане печки какой-то. Что-то очень похоже. Так. Едем дальше. Тоже теперь с цветной камеры. Как и во многих остальных заброшках, в которых я уже был. Во многих, но не во всех. Здесь, опять же, нет вот этого чувства мистики какой-то, еще чего-то. Но здесь и не было ее, судя по интернету, информации, которую я там нашел. Вот. Здесь как-то очень умиротворенно, даже учитывая то, что здесь кладбище рядом. Жизнь замечательных людей. Жизнь замечательных людей. Опа! Светит мне в лицо всем, что можно. Смотрю, у тебя электричество здесь есть, да? У меня тут вообще все есть. Ты не пробовал его включать? Не могу там приходит включать. Пока я нашла бутылки не пустые. Вот прям вот здесь за углом. Исследовала их состав. О. Там без моего, не знаю. Нормально. Нормально. Слушай, тут полы хотя бы есть Ну, какие-то. тут они на самом деле вот туда не надо ходить. И там улицы, я правильно? А, да, это выход. Что больше счастья, слушай, полы, стены тут крепкие. Полы, лестницы. Лестницы аккуратно, но Представляете, просто насквозь пробит. Ой, аккуратней. Аккуратней.
Так, ну на втором. Тут как бы сразу с выходом на улицу. С выходом на... чтобы солнышко топило. Понимаете? Все обвалилось. Даже чердак есть. Все обвалилось. Вообще капец. Вот сейчас эту стену вот так вот бух, и оно ж все здание начнет рушиться. Кстати, вот еще такая же доска. А, ты прям вот так. Да, тут ничего. Классно. Это на перемене позабирать можно. Ну, я же говорю, здесь Панорама. панорама, да. Очень хорошая панорама здесь. Ха. Первый этаж гораздо целее, можно сказать. Ну, если... Ну, сейчас посмотрим, что в той стороне. О, есть лестница на чердак. Слушайте, даже какая-то мебель сохранилась. То есть полы разобрали. Потолок. Он, в принципе, не нужен. Особенно при такой жаре. А вот какие-то шкафчики, мебель какая-то осталась. Так, более-менее. Так. Пленка. Пленка. А на ней что-нибудь запечатлено? На пленке-то. А? А на ней что-то есть. Что-то есть, но не разглядеть это надо. Реально есть фото, ну не фотки, а как видеоряд. Прикол вообще. Там реально там есть фотки, как минимум я заметил, там улица. Улица снята какая-то, ну что-то деревья точно видно было. Так, что у нас? А, ну это вот понятно. Там вон, где крыши нет. А тут... Ну, видите, да? Всякое захламление, ничего интересного. Очень все так странно. Странно. Очень странно. Очень при очень. В общем, очень все печально, ребят. Здесь вообще как на улице, просто стенки вокруг тебя стоят. Здесь вообще ужас. Просто ужас. Пойду еще, конечно, посмотрю, что там впереди. А вот обваленный потолок. А, и вот дыра, где мы были снизу. Вот доска. Даже сохранились фото. Да ладно. Кораблик нарисован. Это же этот Мазай. С зайцами. Смотри-ка, а. Удает. Лодка, балалайка, все дела. Домики деревенские. А? А вы говорите, здесь смотреть не на что. Красота. Да и только. Так, в общем, смотрим, что там у нас последнее. Вон там вот имеется. Оба. И последнее. А, это все... А, это через стенку, ну, по сути. По сути. Единственное здесь крутое, что осталось, это вот эта табличка, походу. Гагарин, говорит сам. Так, Юрик Гагарин. По дощечке на чердак. Не рухнет она, рама там. Ну, вроде как, типа, держится. Да, вроде крепко держится.
Экстрим на заброшках. Короче, я не вижу, а вы смотрите. Бля, сейчас ногу сведет. Какую левую, ой, правую. Не знаю, что вы там увидите. Я это увижу вместе с вами потом только. Фух. Так, ладно. У вас в голове, наверное, один вопрос. И где же, Сань, здесь проверка? Ребят, дело в том, что именно там я решил этого не делать. Как будто это не имело никакого смысла. Разрушенная крыша, вскрытые полы, пару бумаг да какие-то статьи из 90-х годов. Но раз уж так, мы решаем, что нам нужно отправиться на местное кладбище, которое находилось в 2 шагах. Где можно сказать про мистику? Вот то, что рассказывают, что там какая-нибудь бабка померла, да, там и какая-нибудь деревня, и этим стала байкой, да, местной, деревенской. То здесь давай мы тоже придумаем сейчас байку. Тут вон сколько, если там целое кладбище полегло. Мало ли кто-то здесь еще что-то не упокоился. Пойдемте до кладбища, оно здесь недалеко, по-моему. Оно совсем рядом. В какой-то момент я заметила, что у меня нолики. Да, надо нажать еще раз. Он пишет нет карты. Заметила только сейчас, не знаю сколько. Но до этого, как бы снимало. Угу. Я тоже не пойму. Мне Как будто сначала вода казалось, где-то как будто льется. колодец какой-то. Может, Ну, может быть, это просто лес как-то там так шумит. Я не пойму звук тоже. может быть. В общем, ночную камеру мы оставим рядом с машиной. На всякий случай. Кого мы тут увидим, мало ли кто-то такой. О, машина! Ну, камера. Не, ну камеру мы спрячем. Типа вот так. Типа в кусты. Типа. Отлично. Ну, у нее опять нет карты. Опять тупит. Опять обнулились нолики, и опять нет карты. Все, запись идет, и мы идем. Куда мы идем? Мы идем на кладбище. Сейчас как придем. Причем кладбище по обеим сторонам вот этой дороги. Вот этой вот дороги. По обеим сторонам. Во, сразу первая вас встречает, смотрите. Не вас, нас. Нас всех. Я, наверное, знаю, что у вас сейчас в голове. Вы, наверное, думаете, Сань, да самое лучшее место для призыва духов, это, наверное, типа будет тут, чтобы проверить там чего-либо. Но опять же, зачем тревожить, как минимум, упокоенные души, да, если уж мы говорим об этом. То есть это нужна определенная какая-то могила, о которой там, допустим, ходят легенды, о том, что там кто-то какой-то там очень-очень там помер. Кладбище и кладбище, то есть ничего такого. Обычное старое деревенское кладбище. Причем видно, что посещают, да? Ну, то есть достаточно здесь так убрано, прибрано. Не, могилы, конечно, вообще не заброшенные. Некоторые калиточки открыты, заходите. И мухи, ой, комары всякие. Тут смотрите, как усеяли. Слушай, здорово даже. Слышь, Да, как будто где-то качели. знаете, тот момент. Вот, например, один я бы охренел тут ходить.
Короче, это стрёмно. Это очень стрёмно. Эти звуки. Вообще не знаю, ребят. Такая вот еще и прогулка по кладбищу получилась. Оно и не маленькое, и небольшое. То есть в темноте, если не оглядываться дальше, кажется, оно такое небольшое. А по факту, просто вы посмотрите, оно здоровое. Казалось не таким большим. И если оно еще и по другую сторону идет, то это, конечно, вообще стрёмно. Блин, она прям ближе и ближе. Прям очень. Да? Угу. Как будто о помощи просит. Стрёмно, в общем. Не, ребят, знаете, здесь вообще такая полянка. Такой памятник. Такое ощущение, как вот на тебя смотрит мужичок. Я не буду здесь никого вызывать. Конечно, пишите комментарии. Наверняка будут разниться они по типу, да что тут такого, а кто-то скажет правильно. И я, наверное, буду на той стороне, что я пока что еще не готов снимать настолько трэшовый контент, именно просто ради просмотров. По большей части я на кладбище зашел, чтобы вам показать, что оно здесь реально есть. И то есть смерти есть везде. Поэтому проверять, мне кажется, можно вообще все на паранормальное. Потому что, мне кажется, в принципе, если паранормальное существует, оно существовать должно вообще повсюду. Место не страшное, оно больше печалит. То, что так произошло, и такие клочки земли, причем не маленькие, просто опустошаются. И все уезжают и забывают про это место. Я бы, например, какой-нибудь челлендж бы выполнил, да. То есть, опять же, провести на кладбище там какую-нибудь ночь, не трогая могилы и не вызывая кого-то. Возможно, это было бы еще более-менее приемлемо. Этот поселок не перестает удивлять даже тогда, когда ты пытаешься уехать домой. Не успев выехать на трассу, нас ожидали еще две интересные встречи. Му, привет. Здорово, тёлочки. Как дела ваши? Видимо, настолько в поселке нет жителей, что животные себя там чувствуют свободно. Возможно, это не самое мистическое место, в котором мы бывали, но от этого оно не стало менее интересным. Раз уж туда проложили хорошую асфальтную дорогу, то, возможно, у поселка появится вторая жизнь. Хотелось бы верить. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь мы и дальше будем ездить по странным и богозабытым местам и пытаться найти там что-то мистическое. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.